Согласно исследованию тайваньских ученых, аномальная жара может значительно ускорить процесс старения нашего организма, а также сделать нас более уязвимыми к болезням. Посмотрите это видео до конца и решайте, как применить эту информацию к собственному здоровью. В эксперименте, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Climate Change, приняли участие 25 тысяч человек. Изучая воздействие роста температуры внешней среды на людей, тайваньские ученые установили, что аномальная жара оказывает невидимое, но разрушительное воздействие. При этом это воздействие имеет накопительный эффект, постепенно ускоряя биологические часы и увеличивая биологический возраст человека. Примерно в такой же степени, как это происходит при регулярном курении или употреблении алкоголя. Исследования показали, что чем большее количество экстремально жарких периодов переживал человек, тем быстрее старели его органы. Воздействие экстремальной жары, особенно в течение длительного времени, ведет к перенапряжению внутренних органов. Они начинают работать в чрезвычайном режиме, что в свою очередь может привести к летальному исходу. В целом, ученые и раньше понимали, что тепловые волны могут создавать проблемы для нормального функционирования организма. Однако то, что они способны его планомерно старить, с удивлением обнаружили впервые. Научное сообщество полагает, что этот эффект является очередным тревожным сигналом о том, насколько мы все уязвимы к неблагоприятному воздействию климатических изменений на наше здоровье. Возраст – это не просто результат течения времени. Процесс старения со всеми сопутствующими ему физиологическими изменениями запускает целый ряд взаимосвязанных факторов. Среди них экологический и социальный стресс, генетика и медицинские вмешательства. Все это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и деменции. А оказалось, что в списке факторов риска аномальная жара также занимает видное место. Чтобы изучить ее долгосрочное влияние на процессы старения, тайваньские ученые проанализировали данные медицинских осмотров, которые проводились в промежутке с 2008 года по 2022 год. За это время в стране было зафиксировано около 30 температурных аномалий, то есть таких периодов, когда температура резко повышалась в течение нескольких дней. Для расчета биологического возраста исследователи использовали результаты ряда медицинских тестов, в том числе оценку артериального давления, воспалительных процессов, а также функции печени, легких и почек. Затем ученые сравнили биологический возраст с суммарной температурой, воздействию которой в местах своего проживания подвергались участники исследования в течение 2 лет, предшествовавших визиту к врачу. Выяснилось, что чем больше экстремально жарких ситуаций переживали люди, тем быстрее они старели. Каждые дополнительные 1,3 градуса Цельсия среды, в которой находился участник эксперимента, добавляли к его биологическим часам примерно 0,23 года. На первый взгляд это число может показаться небольшим. Однако коварство теплового воздействия заключается в том, что оно проявляется не сразу, а с течением времени. А кроме того, его последствия для некоторых групп населения могут быть особенно болезненными. Так, например, наиболее уязвимыми являются те, кто занимается физическим трудом. Для жителей сельской местности жара создает намного больше проблем, чем для горожан. Видимо, это происходит потому, что эти люди имеют ограниченный доступ к кондиционерам. В ходе исследования ученые сделали еще одно неожиданное открытие, которое внушило им некоторый оптимизм. Изучая взаимосвязь аномальной жары и старения, они проанализировали данные за 15 лет. И оказалось, что за этот период негативное влияние аномально высоких температур на организм понемногу все же снижалось. То есть люди каким-то образом к ним адаптировались.
Установить причины и механизмы этой адаптации ученые, к сожалению, пока не смогли. Они лишь предположили, что улучшение показателей связано с тем, что с каждым годом население получает все больший доступ к технологиям охлаждения. С другой стороны, в развитых странах не наблюдается недостатка в кондиционерах. Тем не менее, аномальная жара старит их население еще быстрее. В 2023 году немецкие коллеги тайваньских ученых проводили похожее исследование, основываясь на данных, собранных в Германии. Оно показало, что более высокие температуры воздуха связаны с большим количеством эпигенетических маркеров старения. В США провели анализ ДНК-маркеров более чем 3600 пожилых людей. Вывод американцев также был неутешительным. Экстремальная жара приводит к преждевременному старению. Но самое опасное в длительном воздействии жары на человека – то, что оно может иметь пожизненные последствия для здоровья. Изменения климата повышают вероятность негативных последствий жары для здоровья, поскольку эпизодов экстремальных температур становится все больше. В США с 2010 года ежегодно наблюдают по 6 волн аномального тепла. В 1960-х годах их было всего 2. С каждым годом волны тепла становятся все более смертоносными. В 2022 году, когда температура в Пакистане и Индии достигла 50 градусов, число летальных случаев, связанных с жарой, резко возросло. Ученые заявляют, что тепловые волны давно перестали быть фактором индивидуального риска. Рост их числа становится глобальной проблемой для всех государств планеты, независимо от их географического расположения и уровня экономического развития. Жара – это не просто дискомфорт, это фактор, который может красть здоровье и годы жизни. Пока климат меняется, только от нас зависит, сумеем ли мы адаптироваться и защитить себя. Поделитесь этим видео, пусть больше людей узнают, как жара ускоряет старение. Поддержите нас лайком и подпиской, чтобы мы понимали, что вам нравится то, что мы делаем.